Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать регион Дальнего Востока, и отправимся мы в удивительную, воспетую всеми и вся страну восходящего солнца — Японию, как ее окрестили китайские историки несколько тысяч лет назад. Тогда ведь еще не были открыты восточные части нашей страны, над которыми формально солнце восходит первым. Полетели. Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов. Иллюзия безопасности. Величие страны в частности определяет ее культурное наследие, а также способность экспортировать на весь мир оную культуру. Ну, типа харакири гейша, фудзияма, да, там ниндзя. Камикадзе, сюрикены, суши-роллы. Вы ведь знаете эти слова. Это и есть проявление мягкой силы целой цивилизации. Я хочу поговорить именно о такой стране – Японии, оказавшей, безусловно, колоссальное влияние на весь мир, даже будучи изолированным регионом на краю Земли, на горстке островов, где удивительные жители этой страны прошли через долгую и непростую историю, даровав человечеству удивительный мир, сводящий с ума десятки миллионов туристов, целую цивилизацию, выстроенную в одиночку одним народом. Чтобы мой зритель лучше понимал, как работает мягкая сила, я пригласил своего друга из Японии, чтобы он рассказал, как он стал учить русский язык и о японском видении России. Перед тем, как вот летом, школьная поездка, вот уехать, отец мне дал вот книгу Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И там вот дал мне почитать, там, пока я там буду. И там вот я прочитал. И после этого вот мне стало больше интересно, как люди живут. То есть я никогда не думал, что там это в Советском Союзе, знаете, да, стереотип там это русских, такой холодный, какой-то брутальный, грозный, да, не улыбается никогда, а там оказывается совсем другое, какой-то мир и там менталитет русских, поэтому мне стало интересно. Русский это для нас это более экзотичный язык, чем какой-то итальянский или там французский. Но соседи, это очень далекий. Для нас это как Северная Корея далекая. Для нас это русский, это не очень понятно. Однако русский язык имеет место быть и в Японии. Извините, очень трудно говорить по-русски. Этот профессор из Хирошимы работал в России в 1991 году и был свидетелем распада СССР. Увы, у него не сохранилось фотографий тех лет. Мой зритель простит мне русский мат, представленный в образовательных целях для моего местного товарища. Try to say this word. Рыба. Рыба. You know that heard like maybe I'm a French ball. Again. So the first Russian swear word is Ебать тебя в рот. Ебайте, what? С учетом этого культурного обмена есть и давняя проблема принадлежности Курильских островов. На японских картах они рисуются японскими, хоть в действительности это и не так. Вот в Токио японские националисты митингуют за передачу Курил Японии, а полицейские перекрывают им путь к посольству России. Мы уже видели с вами Японию с высоты, но так ли велика эта страна? Может, вы считаете, что там маленькая, да, там страна, на самом деле, на протяженность, наша архипелага японская, где-то 3000 километров. Все-таки очень-очень на просторной территории, но пригодные для жизни, то есть сельское хозяйство или там строение городов и там цивилизация, для этого есть только 15%. Остальные там 85% это все это горы и там это леса. Вы же знаете, у нас население почти такое же, как в России. Да, у вас где-то 140 миллионов, и у нас 120. В таком маленьком пространстве мы должны, вынуждены, да, сосуществовать с другими японцами. И хочешь, не хочешь, надо вести себя вежливо. У нас в деревнях есть такое понятие мурахачиба.
То есть, если ты не соблюдаешь местные там правила, закон, тогда вот вытеснит, выгонят из деревни. То есть, как бы никто там вот палкой не выгоняет, но по факту это ты для них уже не существуешь. У вас можно, да, там вот опять-таки вот природа устроена, что если поругались с соседями, с местными людьми, и можно уйти, взять там все вещи и там это куда-то в другое место и начать новую жизнь. У нас в Японии так не получится. Никто вас тебя не пускает в другом месте. И нет таких свободных мест. Ограниченность, пригодной к обработке земли в Японии и малый запас природных ресурсов сыграли ключевую роль в формировании этого государства. Вкупе с другими факторами они вызвали появление в нем особых организаций. Но вы, наверное, не очень правильно понимаете, что такое якудза. Якудза, почему это у нас так с уважением относились, и там это вот никогда не вызывает такое вот отвращение, потому что это вот послевоенный период, да, вот у нас... Но это, конечно, мы сами виноваты, что вот переводили в Японию вот из континента корейцев и там китайцев как вот, ну, как рабов. Мы переводили их, заставляли работать. Но как только мы, да, вот проиграли Вторую мировую войну, у нас вот в стороне оказались очень много корейцев-китайцев. Да, вот, и они начали себя очень агрессивно вести по отношению к местным жителям. То есть вот насилуют, убивают, и там это вот организуют свою какую-то вот криминальную деятельность в тех условиях, да, там, когда небо, там это не еды, да, вот, и ресурсах. Вот они же просто были там солдатами вот императора, и вот после войны они вернулись, и там это многие пошли вот не то что заработать, а защищать население местное. И так они стали вот якудза. Потому что вот полиции не помогает, там одни там какие-то старички работают. И поэтому, да, вот якудза это для нас это вот, когда вот в трудные моменты нам помогали. И может вам кажется, да, сейчас они стали просто там криминогенные. Нет, вот в 95-м году известное вот большое землетрясение было вот в городе Кове. И тогда вот местные, самые крупные там это, ну, образование якудза, да, в Японии, Ямагучи-гуми, они там это вот стали помогать местным жителям, которые потеряли дома, и не было там ни еды, ни одеяла, ни воды, там это вот, они стали там обеспечивать своим запасом. Вот мы плавно подошли к разговору о людях Японии. Давайте рассмотрим их детальнее. Все наслышаны о том, как японцы много работают. Почти это смысл жизни, наверное. Когда мы после института начинаем работать, сами понимаете, да, там новичок в компании, он практически ничего не умеет. Но все равно ты закончил работу, и рабочий день тоже заканчивается, да. Но все равно, когда вот старшие товарищи, которые вот, ну, ваш непосредственный начальник или просто там по возрасту старшие, да, там по стажу, и они трудятся, и как-то вот неудобно уходите. Да, там это вот, но я практически ничего не сделал, да, вот, а другие работают. И поэтому это вот мы делаем вид, что мы работаем, чтобы не уходить. Но когда вот придет какой-то вот большой заказ или, да, там какой-то большой проект, и тогда вот все работают вот сверхурочно, на работе очень долго задерживается. И, к сожалению, вот в Японии есть такое понятие вот сабисзангио, то есть вот переработка бесплатная. Бесплатно там служим своей работе. Ну, то есть вот на компанию. Посмотрите, как японцы спешат на работу. Это я рано утром, как турист, здесь прохожу, а у них тяжелый день впереди. Хмурый, понурый, в метро, утром и вечером, день за днем они едут на работу, и так пробегает вся жизнь, год за годом. А вы говорите, кризис среднего возраста. Попробуйте поработать, как японцы. Многие люди заняты не только на работе в пыльных офисах, но и на улице. Они выполняют общественно важные задания, порой даже бессмысленные. Но это необходимо для поддержания занятости населения, хотя уровень безработицы здесь весьма низкий. Обратите внимание, что черновую и самую тяжелую работу выполняют именно японцы, а не завезенные из дальних стран мигранты. Еще примечательное явление – поздно ночью горят офисные окна. Для меня, как для фотографа, это отличная находка, а японскому человеку те самые бесплатные переработки на благо компании. Любимой компании. При этом мой другой друг из Токио не считает, что японцы много работают.
Когда я был ребенком, существовало мнение, что японцы слишком много работают. Но в последнее время, думаю, это уже не так. На самом деле в Японии стало много выходных, помимо обычных воскресений и суббот есть много праздников. Так что, полагаю, сложно сказать, что мы много работаем. Впрочем, есть и люди, которые работают сверх нормы. Скорее всего, у нас в Японии дружат именно с коллегами. Хочешь не хочешь, это коллеги, это самые близкие люди. Как работа заканчивается, у нас называется настоящее общение. То есть вот без этого общения, да, вот с алкоголем, у нас японцы это никогда не раскроется. То есть, ну, если вы все-таки хотите, да, например, вот завести друзей там среди японцев, тогда я вам советую, обязательно с ними надо выпить. Иначе никогда они не скажут это, никогда не делятся своей личной жизнью. Однако алкоголь часто доводит японцев до безобразного поведения, как здесь в поезде. Ни в коем случае такое не поощряется. Японская молодежь старается отойти от заветов предков, ведя веселую и активную жизнь, не обремененную вычурными идеями и сковывающими правилами. В общем, обыкновенная молодежь, как и в любой точке земного шара, что европейцы, что азиаты. Все мы любим свободу. Японцы одеваются весьма модно, в отличие от тех же китайцев, которые нахлобучивают на себя ворох одежды из дорогих бутиков, не закрытых из-за санкций, и разгуливают в ней по всему городу. Японцы одеваются сдержанно, элегантно, выдержанно, всегда в костюмах и с зонтиками. Здесь зонтиковая инфраструктура намного лучше организована, чем в тех же дождливых Нидерландах. Нам, кстати, тоже весьма и весьма далековато до вкуса японцев в одежде. Есть куда стремиться. Целый сон японских модников можно встретить на улочке Такесита на Харадзюку, в пример. Что же касается увлечений, то японцам за ними в карман не лезть. Вариантов масса. Думаю, у большинства людей примерно так же, как у людей в других странах. Что касается меня, у меня не так много хобби. Но я покупаю сырые кофейные зерна, сам их обжариваю и готовлю кофе. А еще, после переезда на новое место, я загорелся идеей создания сообщества, местного сообщества. Я организую клуб программирования для детей по выходным, и мы проводим его каждый месяц. Вот уже около полугода мы проводим его ежемесячно. Непосредственно зумеры выбирают более яркие и модные наряды. Любят косплеи. В Японии это, пожалуй, развито лучше всего. И отсюда же этот тренд был импортирован во внешний мир. Много прокатного кимоно, используемого в основном туристами, как в переполненных людьми популярных местах. В этой связи появляются и традиционные японские повозки, перевозящие людей вдоль самых известных локаций. Однако есть у японцев и некоторые общие черты. Вам кажется, что там японцы какие-то стеснительные. Во-первых, это вот мы не будем вот на весь мир кричать, что там вот я такой, и там вот я вот так считаю, я так думаю. Нас это вот воспитывает с детства, и наша культура, да, там вот не выделяться из общей массы. Вот в современности, вот, ну, наш менталитет, это мы терпим, очень терпим. Очевидно, что Япония одна из наиболее посещаемых туристами стран. Но с туристами не все так однозначно. Сейчас в последнее время, да, там вот многие иностранцы отзываются, что там это японцы перестали быть там столь вежливые, как раньше. Года 3 назад совсем другое отношение было вот к иностранным туристам. Сейчас уже вот совсем другое отношение. Уже не улыбаются иностранным туристам. Ну и напоследок, очереди. Японцы очень любят стоять в очередях. То ли они с мягким влиянием России унаследовали у нас эту отличительную черту из 90-х времен дефицита, то ли от хорошей жизни они все рвутся в самые дорогие рестораны и распиаренные заведения. Кто же их поймет? В тех же зданиях, где на первых этажах располагаются модные кафе и бары, на последних обычно сидят большие начальники больших компаний, во имя которых японцы и ломают свое здоровье. Даже есть соответствующий термин – кароси, обозначающий смерть от переработки. Но какие же они, японские боссы? Вот помните вот трагедия Фукусима?
И самое главное, что там после этих инцидентов это ни один вот руководитель, да, вот токийская энергия, ну, так называемая там вот, ну, энергетическая компания, это не взяла там это ответственности. Хотя вот ученые, да, вот всегда предупреждали, что там это при возникновении там цунами, да, вот могут быть обесточены там это вот объекты, да, ядерные, и там могут быть катастрофы. У нас это наоборот, это начальник должен вести, ну, там это взять на себя ответственность. То есть у нас чуть какой-то скандал, сразу он вылетает со своего поста, да, но поймите, все-таки это несерьезно. Понимаете, он потеряет, да, все равно это свой пост, но все равно он получит огромный какой-то вот, ну, на выход на пенсию, да, там это огромную сумму получит, и там он на свободе. Однако такое отношение к ответственности было не всегда. И еще контрастный момент был, вот где-то в начале 2000-х было, у нас фальсификация была там вот, что фермер, который, да, там вот куриные яйца там продавали, и он говорит, что там свежие яйца. На самом деле вот холодильники, да, там это полгода лежали это яйца, но все равно он продавал как свежие. И когда это вот скандал всплыл, этот, ну, тогдашний, да, там гендиректор, он просто вот, как вы говорите, перед камерой, да, вот извиняется и там так далее. Но его родители, больше старшее поколение, они оба повесились. Понимаете, вот это чувство ответственности там перед обществом, да, вот к своей обязанности, вот у разного поколения абсолютно другое. В такое разношерстное и сложно организованное общество сложно влиться иностранцам. Они всегда будут восприниматься как чужие. Конечно, не как в моем детстве, да, вот это пришел какой-то вот грубоглазый какой-то иностранец, и там это мы там это, о, там это вот смотри-ка. Хотя для временного пребывания вы вполне можете стать приятным человеком. Я думаю, это просто вопрос языкового барьера. Из-за непонимания языка мы можем казаться закрытыми, но мы очень дружелюбны и готовы принимать новых людей. О вопросах интеграции в японское сообщество я много говорил с замечательным человеком Остапом, который снимает интервью иностранцев в Японии. Прогнали меня с смотровой площадки в Гинзе, спускаюсь вниз перекусить, и вот сидит выдающийся интервьюер, журналист, известный вам по рилсам в Инстаграме, который берет интервью у людей в Токио. С ним же потом отправились исследовать одну крышу, записали еще 2 интервью, потом рилс со мной, потом мы инспектировали магазинчик, и я уже отправился на автовокзал в дальнюю дорогу в Киото. Параллельно с этим были и другие интернациональные тусовки, как с моими новыми товарищами в хостелах и в Киото, и в последний день в Токио. Вот так проходят лучшие студенческие годы. Но пока я еще не уехал в Киото, я в самом огромном городе планеты – Токио. С высоты он представляется как океан огней. Жаль, я не запечатлел это в полной мере с борта самолета, что, впрочем, компенсировал многочисленными съемками с местных крыш. Токио. Город, в котором переплелись хаос и порядок, будущее и фрагментарное прошлое, скученность и свобода. Повседневная жизнь здесь устроена с точностью до секунды. Поезда приходят строго по расписанию, улицы чисты, а люди движутся как по невидимому сценарию. Каждый знает свое место и роль. При этом, несмотря на внешнюю строгость, город не кажется бездушным. В тесных переулках мрачных стен соседствуют крошечные бары на пару человек, бруталистские буддистские храмы, как этот храм Рэйюкай Шокоден. Тихая и благоустроенная застройка простирающихся на бесконечные расстояния даунтаунов в окружающей агломерации и неоновые фасады офисных небоскребов в Роппонги. Плотность застройки поражает. Здесь каждый миллиметр земли обжит, застроен. И, впрочем, в этот орнамент серых фасадов удается вплести краешек земли и цветущие сакуры, магнолии, вишни, привлекающие взгляды ленивых туристов. Но именно эта разрозненность и делает Токио живым. Он меняется ежедневно, сносится,
перестраивается, обновляется, оставаясь при этом удивительно функциональным и пригодным для жизни. Визуальный шум, который сначала может утомлять, может восприниматься как естественная среда. Ты начинаешь видеть в нем ритм и красоту. Я считаю, что Токио очень комфортный город. Здесь очень удобно и есть все, что нужно. Преступности мало, поэтому я считаю его очень комфортным для жизни. Правда, думаю, проблема в том, что здесь слишком много людей. В молодости мне это нравилось, но в последнее время это ощущается немного одиноко. Высотные деловые кварталы с их стеклянными башнями резко переходят в спальные районы с низкой плотностью и уютной уличной жизнью, где на углу можно встретить торговца, продающего овощи, или школьников в одинаковых формах, спешащих домой. В Токио нет центра в европейском понимании. Это город районов, где каждый из них имеет свое лицо. Шибуя – шумная, яркая, молодежная. Гинза – выхолощенная, модная, дорогая. Асакуса – с налетом старины и туристической показушности. Жить в Токио значит принять его как процесс, а не как стабильную форму. Но как же зародился этот удивительный город? Понимаете, вот город Эдо славился вот постоянным пожаром и дракой. Ну, драка, понятно, что там это большое скопление вот мужчин молодых, да, там это вот амбициозных, понятное дело. Но пожар это постоянное, и там это вот перестройка. То есть вот улицы, да, там, или там дома, вот все время там это вот перемешались. А в период Мэйджи, что началось, это понятное дело, вот европеизация. То есть вот европейское это вот правительство надо создавать, то есть парламент надо строить, да, вот, и министерские такие здания. Вот по европейскому образцу. Поэтому это вот тотальная, конечно, да, там перестройка у нас была, да. И потом вот в периоде Тайшо произошло там это очень серьезное вот большое землетрясение, из-за которого там это весь Токио вот исчез. То есть кроме таких европейских построек, да, там построенных камнем или там бетоном, кроме них это все сгорели. Мой зритель наверняка обратил внимание, какие тут чистые дороги. Ровный, не растрескавшийся асфальт, черным полотном резко контрастирующий с ярко-белой, только что нанесенной дорожной разметкой. Блестящие на солнце автомобили. В чем секрет? В периоде Эдо, понятное дело, никакого, да, там асфальт, брусчатки не было у нас. И поэтому, как сильный ветер, так это вот весь город был пыльный. И вот когда началась, да, вот европеизация, стали появляться там это такие там канализации, да, вот даже вот такая узенькая улица, где там вот машины никак не проехать, только люди ходят, все равно там вот делают там канализация. Ну, во-первых, климат другая, у вас это вот зимой замерзает, любая жидкость, да, там, которая попала под асфальт, это вот превратится огромная там это грубая льда, и там как весна придет, и там это вот лед тает, и там это вот асфальт проседает. Это происходит у нас на Хоккайдо, то есть на самом северном, да, большом острове. Там такие же условия, как в Москве. И там дырки есть. И людей нет, и работы нет, и экономика никакая. И поэтому там такая же это вот условия, как вот в Москве. Да. Но в Токио, во-первых, климат это вот позволяет без дырок сохранить это вот, ну, качественное, да, там покрытие асфальта. И у вас, да, толщина асфальта где-то вот, ну, в хорошем это случае где-то 8, да, вот сантиметров где-то. А у нас в Японии вот такое. Понимаете? Снизу бетон. У вас это нельзя это сделать, потому что это бетон, это все трескается, когда воду впитывает. Теперь вы понимаете, каким должен быть качественный асфальт? Но в Токио и свои проблемы есть. Просто, я тоже вот, я никогда не забуду это страшное ощущение. Я вот в детстве тоже жил в Токио, но никогда не осознавал, пока вот не сел на Шинкансен. Еду где-то полчаса. Я заметил, что вот это бетонный джунгли вообще не заканчивается никак. И тогда я понял, что, господи, где же я живу? То есть тут нет природы. Конечно, это еще и город бесконечных дорог, шоссе, развязок, многоуровневых магистралей, хайвеев. Вообразите себе образ Нью-Йорка, этого монстра урбанистического хаоса.
и экстраполируя его в азиатские реалии, вы получите плавильный котел из, на удивление, блестяще работающего общественного транспорта, в частности, разветвленную сеть частных железнодорожных линий, составляющих костяк токийского метрополитена, и движущихся по левой стороне дорогих и современных автомобилей, формирующих в совокупности живой механизм, приводящий в действие этот город, высасывающий души из местных жителей своими бетонными джунглями мрачных стен. Да, гнетущее впечатление со временем оставят именно эти однотипные фасады. Вглядитесь в них. Это невидимая темница, которая подсознательно давит на психику, сковывая ваш разум и парализуя волю, диктуя суровую необходимость в непрестанной работе на благо любимой компании. ふくふくふくら池袋電電電車が8路線山手湘南埼京線東武西武丸の内副都心運輸楽町線さあ行こうビッグビッグビッグビッグカメラ Но давайте в формате калейдоскопа пробежимся по знаковым архитектурным объектам Токио, коих здесь немало, несмотря на циклопические нагромождения железобетона. Начнем со старой телебашни, своеобразной Тур-Эйфель Азии, куда приходят туристы пофотографироваться, пока за поворотом не возникает блестящая современность. Азабудай-Хиллз Маркет, где чудно переплетены стекло и висячие сады Семирамиды. Через пару шагов здесь внезапная тишина и массивные бронзовые формы храма Рэйюкай-Шакаден, буддийское спокойствие среди стеклянных гигантов. В Гинзе я взбегаю по геометрически очерченной лестнице в деловом здании. Здесь все строго и точно. Соседний район Шибуя кажется вырезанным из архитектурного журнала. Прада и Хьюго Босс сверкают своими фасадами. Рядом минималистичный Юникло. А чуть дальше за углом на Рёгоку музей Эдо в стиле метаболизма, принципиально нового слова в японской архитектуре. И снова на Гинзе стеклянные кубы Гермес, отсылающие к советским стеклоблокам, и где-то в отдалении собор Пресвятой Девы Марии. В плане собора лежит крест, как в готике, воплощенный в объемных металлических плоскостях, сходящихся в вершине и формирующих динамичную, парящую структуру. Это замечательный сплав модернистской японской философии и христианского догмата. И снова Шибуя. Знаменитый на весь мир перекресток. Снова видим работяг, спешащих на работу, а кто с работы, а кто просто слоняется без дела, как ваш покорный слуга. Камера ловит графику улиц, светодиоды, витрины на Синдзуку, которая подхватывает ритм Шибуи и несет нас далее на Акихабару в Тиёде. Мы еще вернемся к этим огромным вывескам. Они послужат отличным маркером местного общества. Асакуса в тени Сенсодзи. Мягкий свет, бумажные фонари, запах благовоний, вековые буддийские сооружения. Но разве это все, что тут есть? Рядом харчевня из идеальных дней Вима Вендерса, где и ныне обедают загулявшиеся посетители. А вот дом главного героя снаружи. Район новой телебашни, и снова ритм ускоряется. Сакура начинает цвести интенсивнее, притягивая все новых зевак. Переключаем затвор. 2 башенных крыла, словно футуристический собор. Это токийская мэрия. Затем токийский форум. Изогнутые стеклянные пролеты, свет проникает в бетон, пробег превращается в полет. Финал – здание Fuji Television с его круглым шаром наверху, символ медийной эпохи. И снова бег, уже не вглубь города, а вперед, куда-то вдаль, к новой главе нашего фильма. Под конец я отправился ловить один из лучших своих снимков. Врата Тори и гору Фудзи на их фоне под Якогамой.
Решение задачки, конечно, не обошлось без приключений. Что ж, вчера у меня не получилось доехать до цели, потому что поезд уехал не туда, я об этом не подумал, потом еще погода испортилась. Вот сейчас я на той же станции нахожусь, и сегодня, я надеюсь, все-таки возьму исторический реванш и сниму этот самый главный кадр. Но вот мне наконец-то повезло с погодой, и я еду на нужном поезде, затем автобусе и подбираюсь к долгожданной цели. Неужели это не прекрасно? Но вот в Осаке меня ждали совсем другие приключения. Сначала я отправился к Умеда Скайбилдинг. Это одна из самых узнаваемых архитектурных икон Японии 20 века, воплотивший футуристический подход японского модернизма. В отличие от типовых стеклянных башен, коих находится здесь великое множество по соседству, Умеда Скай выглядит как структура из научной фантастики. Два строго симметричных вертикальных объема соединены мостами и круглым окошком в небе, внутри которого проходят эскалаторы, подвешенные между башнями. Но тут я не перехватил моего товарища из Марокко. Побродив по городу, я встретился с ним на другой смотровой. Затем мы ездили по каким-то странным локациям, пытались что-то снимать. Я в целом не был удовлетворен проделанной работой, так как из-за дождя сложно было снимать. С горем пополам мы добрались до величественного замка в Осаке, где наши скитания подошли к концу. С учетом того, что я останавливаюсь буквально каждые 2 минуты, чтобы хоть что-то сфоткать, до метро я такими темпами никогда не дойду. Япония этими футуристическими серыми фасадами и бруталистскими нагромождениями зданий с многочисленными развязками и заревом сияющих рекламных вывесок и в Токио, и в Осаке, вкупе с высокой степенью роботизации и технологичности, создала в головах обывателей прочный образ страны будущего. Но страны будущего из 90-х, что, впрочем, было увековечено и во многих фильмах 20 века. Вот он, подлинный японский киберпанк, сводящий с ума гиков по всему миру. Благодаря Китаю мы с вами уже знаем, как важна кулинария в каждой стране. Давайте мельком поговорим о японской кухне. Очевидно, что главным образом она представлена различными видами рыбы, сырой и термически обработанной, которая подается в самых необычных вариациях. Конечно, и блюда из риса и карри, как меня угощал мой токийский друг. Есть и весьма экзотический образец – натто, забродившие японские бобы. Есть и рамены, один из которых я отведал в харчевне из идеальных дней. Конечно, основу японской кухни составляет рис. Вот в частности мои любимые нигири. Различные морепродукты, соя, овощи. Все вместе это подается в невероятных комбинациях искусными шеф-поварами, народными умельцами на узеньких питейных улочках под сенями небоскребов крупных городов. Как, например, здесь на Шибуя приютились тесные японские трактиры, осаждаемые полчищами туристов. Японская письменность – это сочетание 3 систем – кандзи, хироганы и катаканы. Кандзи – это иероглифы китайского происхождения, обозначающие корни слов, имена, понятия. Хирогана – слоговая азбука для грамматических окончаний, частиц и слов японского происхождения. Катакана – тоже слоговая азбука, но применяется для заимствованных слов, имен иностранцев и технических терминов. Познакомиться ближе с японской письменностью мне удалось в Национальном центре искусств в Токио,
спроектированным основателем метаболизма Кисё Курокавой. Снаружи в этих просторных стеклянных сводах небрежно играют лучи восходящего солнца, создавая причудливую игру бликов и отражений. Внутри просторные атриумы, высокие потолки, изогнутые деревянные бетонные формы. Два огромных бетонных конуса, в которых расположены кафе и рестораны, выступают как скульптурные объекты, а где-то внизу неторопливо прохаживаются посетители. Здесь я посетил выставку вот этой современной японской художницы, которая, будучи одета в традиционную одежду, представляла свои работы из кусков материи с коллегами на временной экспозиции. Неподалеку я изучил другое японское искусство – укиё-э. Это жанр японской гравюры и живописи, расцветший в период Эдо, 17-19 века. В переводе укиё-э означает «картины уходящего мира», изображение мимолетной, земной красоты. Темами укиё-э были сцены из городской жизни, актеры кабуки, гейши, пейзажи, исторические сюжеты и эротика, сюнга. Эти гравюры печатались с деревянных досок и были доступны широкой публике, своего рода массовое искусство эпохи. Среди самых известных мастеров – Хокусай, которому посвящен целый музей в Токио, уже являющийся архитектурным произведением. Произведением являются и поезда, наши любимые японские пассажирские поезда, плотной сетью которых здесь покрыты колоссальные расстояния на этом крохотном архипелаге островов. Ключевой особенностью региональных ЖД является то, что они не подчиняются единому национальному перевозчику, как сие было во всех странах, что мы уже посетили. Они все практически частные. В том же Токио государству принадлежит лишь часть всех надземных и подземных линий. Остальные же управляются частными компаниями, как, например, Japan Railways. Есть и множество линий, принадлежащих обычным капиталистам. Вы можете обратить внимание, что инфраструктура в целом довольно старая, не оптимизированная. В работе поездов используется множество бесполезных работников, которые находятся в начале и хвосте поезда, отдают какие-то команды, жестикулируют, переговариваются по рации, хотя давно можно было бы это упростить и оптимизировать. Билетные кассы также работают странным образом, не всегда очевидным для взгляда туриста. Очень многие технологические решения нуждаются в серьезной модернизации. Конечно, все эти технические новшества производили фурор в конце прошлого века, когда Япония отчетливо рисовала образы будущего. Однако ныне такие подходы морально устарели. Хотя вот знаменитые шинкансены, мой зритель наверняка о них наслышан из самых разных источников, и вот они, эти красивые остроносые скоростные гиганты, имеющие такую форму локомотива для предотвращения звуковой волны при вхождении в туннель, дабы не нарушать спокойствие окружающей среды, есть подлинный образец современного японского искусства. Что ж, вот я приезжаю в Киото, схожу с автобуса и сразу все как будто замедляется. Не в контексте времени, а в ощущениях. Город ниже, тише. Вместо неона – дерево. Вместо стеклянных фасадов – черепичные крыши и ручейки у входов. Вместо многоуровневых развязок – набережные и сады. Вместо суеты и толчии – тишь да гладь, Божья благодать. Город ощущается более одухотворенным, живым, подлинным, без напускной важности и выхолощенности бетонных застенков. Просто город, который живет своей жизнью. С утра закуривает сигарету, днем веет ветром в листве синтоистских святилищ, а вечером зажигает фонари у храмов. Этот город священный для японцев. Здесь расположен целый сон разнообразных буддийских и синтоистских ритуальных сооружений с высокими пагодами, мемориалами, кладбищами, бамбуковыми рощами, мастерски сооруженными деревянными сводами. Есть где разгуляться любителю Востока.
Здесь же я отправился снимать второй свой шедевр – на озеро Бива с одним тайваньским приятелем, с коим мы познакомились в поезде. Моя интуиция меня не обманула, что он едет туда же, куда и я, да вот только подготовка его страдала. Многие нюансы по съемке в этой локации я озвучил ему впервые, так что он был удивлен предстоящим заданием, где нам надо было перебежать дорогу, не попавшись на глаза полиции, перелезть забор, скрыться в кустах и спуститься на землю к нашей главной локации – вратам Тори посреди озера Бива. Удивительное в Японии переплетение рукотворных объектов и природных локаций. Феодальная Япония до реставрации Мэйдзи – весьма громоздкая конструкция, где под лоском живописи, чайных церемоний и каллиграфии шла довольно жесткая игра власти, строго вертикальная, но при этом со множеством теневых проходов и междоусобных лазеек. Все держалось на концепции иерархии долга, четкой, почти ритуальной субординации, где каждый знал свое место и не рыпался лишний раз. Во главе – император, как духовный лидер. Реальной же властью обладал военный диктатор – Щогун. Он сидел в своей резиденции в Эдо, Токио, а страна делилась на хан – феоды, которыми управляли даймё, местные князьки с личными армиями самураев. Самураи – особый слой. Это были люди кодекса Бусидо, где честь, преданность и смерть стояли выше жизни. Япония оставалась замкнутой и изолированной страной, хотя и письменность была взята у китайцев, и приветствие императора Банзай, и тот же принцип Бусидо был переложен из буддизма, импортированного в империю солнца из Китая. А все-таки нас всегда окружали вот океаны. И к нам редко попадались вот гости вот из континента или из другого континента, да, там через океан. Замкнутая, ритуализированная система, где в абсолют возводилась восточная этика и в то же время внимание к западным наукам и полное недоверие к их носителям. Беспрекословный авторитет императора в глазах всего населения. В довершение политика Сококу. Япония отгораживалась от внешнего мира, предпочитая свой особенный путь. Все это продолжалось столетиями, до тех пор, пока пароходы коммодора Перри не вломились в японскую гавань и не разбудили страну от феодальной дремоты. Япония вот жила вот почти 300 лет в изоляции. После того, как вот европейские миссионеры к нам пришли, под видом это как бы просто, да, там проповедовать там это христианство, а на самом деле там с целью там захвата страны. Ну, вы же знаете, что происходило вот в Южной Америке, да, там это сначала там приходят и медикаменты, там это интересные товары, да, вот привлекают людей, и когда вот верующие вот, ну, христианстве там это достаточно местных жителей много, тогда там начинается вот захват территории. Японцы это очень быстро это поняли, ну и там это в изоляции, там это спокойно, мирно жили, никому не угрожали, но как только вот с имперской амбицией там пришли европейцы, мы поняли, что там вокруг нас происходит страшное дело. То есть, помните, да, вот англичан, да, вот воевали с китайцами, там сначала там наркотиками пичкали китайцев, и потом это вот с целью захвата уже там это вот устроили войну, да, вот, и захватили Гонконг. Тогда вот мы начали, да, там вот понимать, что там нам тоже надо как-то вооружаться, да, там надо противостоять вот европейской агрессии. Поэтому мы сначала это захватили там вот Тайвань, да, вот, и потом вот Корейский полуостров, и мы победили, и потом вас тоже победили. Мы с европейскими державами тоже пытались вот в Сибирь идти и там это оттяпать вот вашу территорию. Я понимаю, что, да, там это легко винить, это милитаристская Япония там так далее, но в этом контексте историческом это мы действовали это точно так же, как другие. Всей этой блестящей исторической архитектуре, которой было намного больше, оставалось недолго. Япония вступала в новую эпоху, когда внешний мир затягивал ее сильнее и сильнее, оттягивая назад маятник исторического напряжения. В Японии города все вот, ну, постройки практически все это сделано из дерева и камня. И как только вот пожар возникает, чуть не там весь город там это сгорит. Как видите, сама недолговечность местной оригинальной архитектуры предопределила облик современной нам Японии, названной китайцами ранее страной восходящего солнца. Итак, в 19 веке Япония сталкивается с вызовами внешнего мира, и не желая быть раздербаненной европейцами, как соседний Китай, японцы берут новый курс.
Реставрация Мэйдзи. Сёгунат свернули, император остается номинальным главой, страна начинает усиленную модернизацию, дабы быть способной противостоять внешним угрозам. Заводы, железные дороги, армия по западному образцу, ликвидация сословий, рост городов. Япония буквально за несколько десятков лет пересобрала себя с нуля. К началу 20 века она уже ведет войны как равная с большими игроками. Громит Китай, потом Россию в 1905-м, и мир начинает воспринимать ее всерьез. Начинается экспансия. Корея, Маньчжурия, Тихий океан. Все это на фоне роста милитаризма и идеи империи как судьбы. К 1930-му Япония превращается в агрессивную военную державу, уверенную, что ей тесно в старых границах. В 1937-м начинается полномасштабная война с Китаем, а в 1941-м нападение на Пёрл-Харбор, вступление во Вторую мировую войну. Первая атака, да, вот на Парл-Харбор. И тогда, конечно, наши японские СМИ писали, вот наконец народы, потомки богов, да, там победил, а вот европейцев. Чем занималась Япония в годы Второй мировой, мы знаем. Мы тоже признаемся, что там вот была такой 731 отряд, но это мы никогда не отрицаем, это действительно это правда. Япония первая страна, которая вот вела такую вот страшную войну, там это практически с мирным населением. У нас была тоже там тактика либо всех уничтожать, да, вот в этих деревнях. Также мы прекрасно знаем исход участия в войне для Японии. Но что же сами японцы об этом думают? Впрочем, не все они осведомлены об ужасах войны. Я родился примерно через 40 лет после окончания войны, поэтому мало что знаю о ней. Да, и как наши родители говорили. Но понятное дело, это война страшна, и никогда там такого не должно повториться. Это вот образование, да, вот, ну, в Японии всегда это об этом говорит, никогда, больше никогда. Это действительно так. Для нас это вот день окончания войны, 15 августа, это мы всегда с таким тяжелым сердцем это встречаем этот день каждый год. Да. Сами японцы после реставрации Мэйдзи придумали свою особую роль в Азии как цивилизация оплота тысячелетней мудрости и наследия духовных изысканий предков, как соединительной ткани всего региона. Отсюда возникла идея большой восточно-азиатской сферы сопроцветания, которая предполагала создание паназиатского блока, разумеется, под японским протекторатом. И потом вдруг американцы начали бомбить японцев, когда они якобы несли мир, свободу, безопасность и справедливость их новой империи. Когда вот после поражения войны у нас в Токио, да, вот суд, как вот Нюрнбергские, да, там это вот процессы. У нас в Токио тоже там это судебные это вот процессы были, там, чтобы засудить всех вот военных преступников, да, вот в Японии. Но тогда же вот известный, да, вот бывший генерал. Это был японский адмирал Риносуке Ичимару. Он действительно писал Рузвельту. Сейчас я зачитаю отрывки из его письма. Примерно столетие прошло с тех пор, как Япония после прибытия коммодора Перри в Симоду стала широко взаимодействовать с другими странами мира. За этот период международных контактов Япония столкнулась со многими национальными кризисами. В настоящее время Япония, к сожалению, находится в открытом конфликте с вашей страной. Оценивая Японию лишь с одной стороны экрана, вы можете клеветать на нашу нацию, называя ее желтой угрозой, кровожадной нацией. Я верю, что именно вы, как никто другой, прекрасно знаете, вы не оставили Японии иного пути, кроме как пойти на войну ради спасения себя от разрушения. Хотя сейчас внешне мы страдаем от ваших воздушных налетов и обстрелов, внутренне мы горим ликованием и испытываем душевный покой. Это внутренняя умиротворенность, универсальная и общая для японцев, пылающая вера в имперскую доктрину, может быть вам и Черчиллю непостижима. Посему с сожалением к вашей духовной слабости я черкаю вам эти строки. Судя по вашим действиям, белые расы, особенно вы, англосаксы, принося в жертву цветные народы, монополизируете плоды мира. С этой целью вы использовали бесчисленные ухищрения, чтобы обмануть желтые расы и в конце концов лишить их всякой силы. Япония в ответ на ваш империализм пыталась освободить восточные народы от ваших карательных оков и была за это встречена вашим ожесточенным сопротивлением. Завершение этой великой восточно-азиатской войны приведет к рождению сферы совместного процветания Восточной Азии, что в недалеком будущем, если только не будет вновь помешано вашим нескончаемым актом империализма, станет залогом вечного мира во всем мире. Почему вы, уже процветающая нация, уничтожаете в зародыше движения за свободу угнетенных народов Востока? Разве это не возвращение Востоку того, что принадлежит Востоку?
Истинная цель его императорского величества – ничто иное, как достижение этого вечного мира. Если грубая сила будет единственным критерием, определяющим, кто правит миром, войны будут продолжаться вечно, и мир никогда не познает ни покоя, ни счастья. Итак, после Второй мировой Япония повержена, чему японцы не шибко рады, факту проигрыша, а не участия. Страна оказывается под экономическим управлением США. Знаете, вот в Японии есть такое смешанное такое чувство, то есть вот любовь или не любовь вот, по отношению к американцам. То есть, с одной стороны, вот американскую культуру мы очень-очень любим, но с другой стороны, вот, ну, американская вот эта политика, ну, нас же оккупировали в 1945 году, и до сих пор вот американские войска стоят у нас, и мы их обеспечиваем. Хотя вот нынешний президент Дональд Трамп это так не считает. И поэтому вот в то же время мы любим Америку, и в то же время не любим Америку. После войны Япония лежала в руинах, и буквально, и экономически. Но под американским крылом началось стремительное восстановление. Уже к 1960-му страна вышла на путь экономического чуда. Заводы гудят, техника экспортируется, улицы полны неоном. К 1980-му Япония – вторая экономика мира. Пузырь на пузыре. Недвижимость в Токио стоит дороже, чем на Манхэттене. Корпорации растут как на дрожжах. Цены на внутреннем рынке невероятно высоки, а экспорт дешевле некуда. Но в 1985 году – Плаза Аккорд. США и союзники договорились об искусственном удешевлении доллара. Иена резко укрепляется, японский экспорт страдает, а в попытке удержать рост Япония заливает экономику дешевыми деньгами. Итог – колоссальный спекулятивный пузырь, который лопается в начале 90-х. Начинается то, что назовут потерянными десятилетиями. В этом мареве появляются зомби-компании, фирмы, которые технически мертвы, но продолжают существовать за счет дешевых кредитов и господдержки. Экономика буксует, рецессия, дефляция, стагнация, цены так и остаются высокими. А экспортную нишу империи Солнца занимает Китай. Даже в 21 веке Япония остается в состоянии хронического экономического похмелья. Все еще мощная и технологичная, но как будто выжатая изнутри. Великого экспорта уже нет. Идешь, гуляешь, смотришь на вот это все, так вот ты и не скажешь, что у них тут рецессия оказывается. А если вот это называется рецессия, то каково же было на подъеме экономики, а? При этом США как бы сами используют и экспортируют японскую культуру. Мы смотрим на Японию американскими глазами. Фудзияма, так говорят американцы, а мы им вторим. С харакири примерно так же. Климат и погода в Японии такие, что и врагу не пожелаешь. Снег, зной и дождик проливной могут идти буквально в один день. А вот теперь светит солнце, и мне уже жарко. Ну, гениальная погода. Становится холодновато и мокровато. Все из-за близости океана, который окружает эти крохотные острова. Вот и снег может резко сменить солнечную погоду, а вот снова проглядывает пригревающее солнышко. Вы же знаете, у нас природные, да, такие там катаклизмы, как вот цунами, землетрясение, да, там тайфун. И каждый раз нам это напоминает о том, что это вот мы маленькое такое вот создание вот перед природой. Но как и русские, и японцы относятся к природе? У русских, вот, может, такого природного катаклизма нет, и у вас все-таки есть такое вот восхищение, а у японцев, скорее всего, поклонение перед природой. Любим вот свою природу, несмотря на вот все эти природные катаклизмы, с трепетом относимся, и там это очень благодарны, что там мы родились на этой земле. В отличие от того, что вот европейцы всегда там пытаются вот природу пересделать, контролировать вот под свои нужды. Суровый климат и природные невзгоды закалили дух и характер японцев, взрастили их в сообществе единой общины, где центральными фигурами для поклонения станут как раз образы, навеянные окружающим миром. Так, божественное начало будет проявляться в каждом камушке и травинке. Постоянно смотря смерти в лицо, японцы научились особенным образом относиться к нашему миру.
А у нас в Японии, наоборот, к смерти очень спокойно относимся. Но давайте начнем, да, вот что такое сеппуку. Но должны делать вот надрез раз. Но если кто совсем сумеет, тогда вот 3 раза это делает. Но потом это вот самураи это не стали такие там вот бесстрашные там в периоде этого, тогда вот втыкали и там это вот разрезали, да, вот, и сразу это вот головы. Только, ну не знаю, в некоторых фильмах, по-моему, неправильно показывают, нельзя, чтобы голова куда-то укатилась. Центральной фигурой для японцев, помимо природных божеств, что является основу синтоизма, также является персона императора. Император это вот, ну это как ДНК Японии. Конечно, он просто является символом Японии. И у него нет никакой фактической власти до 1945 года, пока вот сам император не объявил, что он человек. Император всегда являлся там богом на земле. Никто не посмел вот убить императора или занять его место. И никто не посмел там поднять руку вот на императора. Это действительно так, потому что вот наша мифология. Все-таки это синтоизм, это играет большую роль. Никто не знал, как император выглядит. И даже фотографировать его это было нельзя. Но, тем не менее, всем надо вот как-то поклоняться императору. Решили таким образом. То есть вот сначала император рисует европейских художников, как может, как фотографии. И потом этот рисунок фотографировали. Рисунок фотографировали, не императора. Понимаете, да? И эту фотографию разослали там по всем вот японским школам, чтобы это вот его поместили вот в святилище синтоистском. Что же скажет мой другой друг про него? Что касается императора, иностранцам это может показаться странным, но для нас он большая духовная опора. Он всегда думает о Японии и о поддержании мира в ней. И мы считаем его человеком, который заботится о нас. Давайте подытожим. Синтоизм – это древняя японская вера в духов природы, ками, без жесткой догматики и с глубоким чувством связи с землей и предками. Император в этой системе не просто правитель, а потомок богини солнца Аматерасу, живое воплощение божественного начала, связующего небеса и народ. Но как зародился синтоизм? По-моему, это во всем мире, да, вот в древности люди вот могли верить именно вот то, что можно вот своим глазам видеть и убедиться в том, что это вот оно действительно существует. То есть для нас это вот простая гора, тоже это вот Бог. Все, что там это мы видим, да, вот чувствуем, что это вот оно особенное, для нас это боги. Мы становимся там после смерти все там вот богами. Если говорить обо мне, как, впрочем, и о Японии в целом, мы находимся под влиянием буддизма и синтоизма. И с рождения наши родители, дедушки и бабушки учат нас, что боги есть повсюду. Поэтому нельзя совершать плохие поступки, но кроме того нас учат всегда быть скромными. Возможно, поэтому со стороны мы можем казаться недружелюбными или слишком тихими. А вот в период Мэйдзи начинают даже идеологию сочинять. Что такое банзай? Банзай это вот 10 тысяч лет. Император китайский, да, изначально, это вот жил и там длился его правление. Новое правительство Мэйдзи, они видят, что вот в Англии кричат, да, там вот, ну, God save the king, и думали, что там это нам тоже надо. Они вот тоже видят, что там это у европейцев есть какая-то идеология. И поэтому это вот нам тоже казалось, что какая-то идеология нужна, и тогда там вот один известный, да, там вот самурай, который потом стал там вот изображением купюра там 5000-йенного, он там это вот решил, что это вот основная идеология Японии должна быть бушидо. Ну, сами понимаете, да, вот как кодекс самураев там и так далее. То есть мы будем служить как вот самурай, хотя все были, да, там это вот обычные вот крестьян, да, вот рыбак, там это торговец, да, вот самые простые люди тоже, да, вот после реформы Мэйдзи они все стали верными солдатами вот императора. Понятное дело, укреплялась, да, вот вся эта система, это именно вот с атрибутами там синтоизма. И из синтоизма в обработке интерпретации Мэйдзи начинает вырисовываться более страшное явление японского национализма – те самые имперские амбиции, которые в полной мере раскроются во Второй мировой войне. Но потом вот началась вот война на континенте, мы воевали вот с китайцами,
за свою территорию, потому что у нас Великая Японская империя. Это вот наша имперская амбиция действовали, как и любые другие, да, вот европейские страны. Ну, то есть вот Англия со своими колониями, Франция, Германия. Однако ныне все эти идеологии частично остались в прошлом. Сразу я вам скажу, слово «коктай» это вот как, да, свастика вот в России, это почти как табу. Коктай это вот, ну, символ и там понятие, да, там милитаристское такое вот Япония, это вот в прошлом. Сейчас это вот, кто произносит это слово «коктай», это точно, это вот, как вы говорите, националисты. Это не патриоты, это националисты. Но это все дела давно минувших дней. Напоследок перенесемся в настоящее время. Современная Япония сияет лоском дорогих бутиков и свежеасфальтированных шоссе. Ночью горят тысячи огней, и сие захватывающее зрелище, особенно при взгляде с высоты, западает вам в душу и не останется без внимания пристального взора вашего покорного слуги. Многочисленная роботизация, роботы буквально повсюду, на каждом шагу, эти ассистенты, роботы-доставщики. Ну где в Европе мы такое видели? Особенного внимания заслуживают нашумевшие японские туалеты, где интерфейсы управления создают ощущение пилотирования космического корабля, помимо простого восседания на белом троне. Бурная ночная жизнь в улочках этих городов-миллионников, головокружительное торжество консюмеризма, тысячи рыскающих в поиске быстрого счастья людей, полная сексуальная раскрепощенность, сияющая реклама на огромных баннерах на весь фасад здания. Еще раз огни, люди, торговцы, товары. Одно слово, даже два. Победивший капитализм. По Марксу обреченный однажды выродиться в империализм. Проживает свои лучшие годы в этом городе вечной тусовки, перманентного пира Валтасара и просто человеческого ликования. Современной Осаки. Вот он, момент истины. Точка отсчета. Вроде с этого места мы и начинали. Не хочешь сказать пару слов? Потребление в большинстве случаев способствует лишь человеческой пассивности, что привычка к сумасшедшему темпу, охота к перемене мест, вещей и людей – это не что иное, как выражение беспокойства и попытка убежать от самого себя. Что погоня за новыми вещами и новыми техническими средствами – это лишь способ самозащиты от одиночества. В то же время, подытоживая, уместно отметить, что японцы сами по себе консервативные люди. Они не любят перемен. Если японцы создают некую технологию, они пользуются ею до отказа, даже если морально она устарела. Что ж, друзья, вот фильм и подошел к концу. Старая, известная нам по картинкам из интернета Япония отживает свой век. Когда-то она была экономическим гигантом, снабжающим весь мир первоклассными технологиями и изобретениями, реально сделанными с душой. Однако весь этот успех был обусловлен физическим присутствием США, и они же барской рукой приостановили торжество японской экономики. Ныне роль первой экономической скрипки играет Китай. Японское головокружение от успехов давно прошло. Однако некоторые японцы еще грезят о величии. Что же до США? Быть может, их интервенция была и к лучшему. В этом не могут не согласиться мои товарищи из Ирана. У них-то есть с чем сравнивать. Ну а мы движемся дальше.